Каждый садовод стремится окружить себя красотой. Однако уход за садом отнимает у нас много сил и времени. К счастью, есть очень красивые и совершенно неприхотливые цветы, которые особой заботы не требуют, а выглядят просто шикарно. Сегодня я расскажу о некоторых из них. Эти растения будут радовать вас своим цветением весь теплый сезон до самых морозов. К тому же их можно выращивать как в открытом грунте в саду, так и в контейнерах, подвесных кашпо или вазонах. Первое растение, которое удивило меня своим очаровательным обильным цветением, декоративной зеленью и простотой в уходе, это неримбергия. Ее семена сейчас не проблема найти в крупных садовых магазинах, в интернете или в цветочных отделах супермаркетов. Прелесть неримбергии заключается в том, что она универсальна, подходит для клумб и кашпо, способна расти на открытом солнце и в уходе непривередливо. Ее кустики хорошо сохраняют вид своей зелени и цветов, даже в жаркий сезон, хотя в особо знойные дни ее лучше поливать немного чаще. Такое растение можно выращивать на подборных стенках, открытых террасах, лоджиях и балконах. К тому же у него есть разные интересные виды. У неримбергии голубой очень красивые, изящные и хорошо разветвленные стебли, покрытые мелкой удлиненной листвой. В открытом грунте ее веточки будут красиво стелиться по земле, свисать с горок и высоких бордюров, создавая пышные цветущие ковры. Очень красиво выглядят ее неспадающие побеги в высоких вазонах и подвесных кашпо. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания этих растений. Большое спасибо вам за лайки, ваши советы и добрые комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. Цветение неримбергии длится с июня до заморозков. Цветки голубые, сине-фиолетовые или белые, с желтым центром около 3 см диаметром. По окончанию цветения можно собрать свои семена. Они сохраняют схожесть 4 года. Семена довольно мелкие, поэтому при посеве в почву их не заглубляют. Агротехника выращивания неримбергии многим схожа с петунией, ведь эти растения одного семейства, посленовые. Посев на рассаду проводят в марте, а в южных регионах уже в конце февраля. Сеянцы необходимо прищипывать для образования бокового ветвления. Стоит отметить, что по своей природе неримбергия голубая – это многолетник, но в холодных садах она плохо зимует, поэтому ее часто выращивают как летник посевом семян. Но можно поступить проще. С осени занесите ее кустики домой или в крытую теплицу. Они хорошо перезимуют в прохладном светлом помещении. Ближе к весне из этих растений можно будет легко укоренить много черенков. Это несложно, так как неримбергия отлично черенкуется. Этот очаровательный цветок красив своим обильным цветением и пышной зеленью весь теплый сезон. Болезнями и вредителями поражается редко. Исключение – это частое переувлажнение, чего нельзя допускать. Среди садоводов также пользуется большим спросом низкорослый вид – неримбергия прутьевидная. Ее кустики до 20 см высотой образуют красивые пышные ковры, покрытые множеством светло-сиреневых цветов. А вот неримбергия кустарниковая более крупная, с высотой до 80 см. Есть и другие интересные виды, которые можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах. Еще одно очень интересное и неприхотливое растение, которое многие называют неубиваемой чередой декоративной, это биденс. В природе этот яркий многолетник произрастает в Центральной Америке. В садах средней полосы его выращивают как летник. Но биденс также отлично зимует в прохладных помещениях, что очень удобно для его последующего размножения черенкованием. Кустики красиво выглядят за счет пышной ажурной зелени и невероятно ярких цветов. Со стороны они выглядят как роскошные пышные букеты из множества красочных ромашек. Зацветает биденс уже с конца весны и не перестает цвести до устойчивых морозов. В этом смысле он действительно неубиваемый и неугомонный. В зависимости от сортов соцветия бывают разной окраски, в основном оранжево-желтой гаммы. Высота растений от 30 до 80 см, но очень красиво в кашпо и на клумбах выглядят компактные низкорослые сорта. К тому же цветы биденса еще и пахнут, привлекая в сад бабочек и полезных опылителей. После увядания созревают семена. Их можно собрать для рассады на следующий сезон, но сортовые растения лучше черенковать. Посев на рассаду проводят примерно в апреле. Садоводам более южных регионов семена можно высевать сразу в открытый грунт, как потеплеет воздух и прогреется земля.
Но стоит учитывать, что ростки биденса очень теплолюбивые и могут погибнуть даже от кратковременных заморозков. А вот к взрослым растениям это уже не относится. Кустики биденса вполне выдерживают понижение температуры до минус 5 градусов. Такой цветок отлично подойдет для многих садоводов и особенно холодных регионов, ведь биденс будет постоянно цвести до самых стойких морозов. И даже после того, как в октябре или в ноябре вы его занесете домой, этот неугомонный трудяга будет продолжать выпускать все новые яркие соцветия. Однако стоит учесть, что кустики и особенно молодые побеги рассады необходимо прищипывать. Это важно для формирования густой шарообразной кроны. Делают это до того, как растения начнут завязывать бутоны. Из дополнительных плюсов это растение очень устойчивое к болезням и вредителям. Любит солнечные участки. Биденс невероятно красив в контейнерах и цветниках. Им часто озеленяют придомовую территорию и балконы. К качеству грунта непривередлив. Ему вполне подойдет даже песчаная и супесчаная почва. Однако для более обильного цветения в посадочные лунки и вазоны хорошо добавлять гранулированное удобрение для цветущих культур и компост. В уходе биденс крайне прост. Он отлично переносит временную засуху. А вот застой влаги лучше не допускать. Часто вносить питательные вещества под кустики тоже не стоит. Биденсу будет вполне достаточно разовая подкормка на 2 недели. Из удобрений лучше использовать фосфорно-калийные составы. При несложном уходе это растение непременно порадует вас обильным и невероятно долгим цветением до устойчивых холодов. Выращивать биденс и неримбергию – одно удовольствие. Кстати, эти растения хорошо гармонируют друг с другом по цвету. Их яркие цветы будут радовать вас долгие месяцы не только в саду, но и в домашнем интерьере. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.